Diane, we are continuing to record my live, I guess. Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя. Вступительное видео перед вечериночкой. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что я надеюсь, сегодняшний вечер пройдет очень хорошо, уютно, тепло, среди близких мне людей, кругу знакомых, алкоголь. Прям как Леонардо Ди Каприо. Здравствуйте, мы ведем репортаж. День рождения Моники. Хотели бы вы сказать какие-то добрые слова в честь именинницы? Цветов, и пусть с тобой никогда не играть в прятки, потому что такое, как ты, невозможно найти. Пожелания очень ценные, считаю. Очень старая. Она мне уже его желала прошлый год. Продолжает. Но главное стабильность, хоть где-то Хоть стабильность. где-то стабильность, хоть где-то актуальность, так что... Моника, давай проходочку. La deux, moi, alors là, c'est des vrais, il y a des faux chats, il y a les deux. Вау. On n'arrive pas à savoir si c'est mongo, c'est vrai, c'est faux. Вау. Красавица, красавица. Est-ce qu'il y a quelques mots que tu peux dire à Monica Привет. pour le vlog? Привет. Pour le vlog de l'anniversaire. L'anniversaire, bah, joyeux Ouais. anniversaire. Et bientôt dans le château. Merci. Речь. Merci que vous êtes là. Merci que vous avez fait ce chemin avec moi. Merci de m'apporter avec vous. Bientôt, Merci Katia. Pour As You Like It Mario, pour les nids prohibés. Les quoi? C'est une soirée jazz. Les nuits. Ça quoi. Ouais. Le style. Le style. Non mais Le toujours style. ce qui Le me plaît style. Mettre ça quoi. Хотят уговорить меня идти на Каны, но я не хочу. Я не хочу идти на Каны. Alors, dis-moi, pourquoi il faut aller à Cannes? Pour les contacts, les soirées, la fête, et tu vas trouver ton futur copain là-bas. Сегодня у нас день рождения Монички. Я хочу пожелать ей очень много всего хорошего в этой жизни, чтобы у нее все получалось. I'm trying to... Non, j'essaie de faire le vidéo pour Monica. C'est... alors... sexy woman moment. Да. Такая режь, короче, все снимает. Фотограф все фотографирует. Я там много пишу. Репортер. He's traumatized actually. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, rien entendu. Non. Moi je suis commissaire. J'ai éclaté le ballon. Chouche. Session de méditation avec Monica. Si on a sur vérité, c'est bien. Le deuxième Sadhguru. Ok, pour combien vous... Aïe aïe aïe. C'est incroyable. Остается в стиле. Галерею. Йо-йо-йо-йо-йо. Это сильно. Я хочу одну попку. Моника порно-режиссер. Обычно этим Екатерина занимается, но... Да. Там la différence. Моника, давайте, сделайте нам экскурсию. Так, смотрите. Это наша поэма, наша дверь находится вон там вот. Мы видим оперу. Вот здесь прямо вдалеке-далеке небоскребы La Défense. Купол вот чуть ближе к нам. Это La Bourse de Commerce.
Вот это Лувр. Хорошо. Это наша красотка Пашенька. Мы сейчас находимся в Помпиду, в самом центре Парижа, Шатле. Извиняюсь за голос, очень просто ярко праздновали. Думка. Все. Ah, j'ai fini cinéma. Bonjour tout le monde. Je vous retrouve dans le centre Pompidou avec Екатерина Степанова. On regarde les œuvres d'art. Короче, буду говорить на русском, чтобы все понимали. Не заходите за линию, мадам. Сейчас вас охранник возьмет и уебет. Тайный туннель, который идет никуда. Мадам решила затеряться в темном коридоре. Она просто захотела уединиться. Что у нас тут происходит? Это электрический стул. Ребята, это была шутка, это был не электрический стул. К счастью, или к сожалению. Теперь блогеры. Блин, какая она классная. Такая прикольная вообще. И микрофончик. Оп. Обязательно сделайте, пожалуйста, клоусап. А вы все видели? Но никому не показывайте. И она следит за лицом. Да. Кстати, смотри, я сделаю сейчас фаст-трак. Ты что? Ты ебанутая. Ты. А ничего того, что здесь фаст-трак стоит. Ты что, меня снимаешь? Ты что, за мной следишь? Смотри. Все. Ну все, с ума сошла женщина. Честно, я предлагаю подняться на второй этаж, Да. сразу скипнуть часть пантюр, потому что это не самая интересная часть этого музея. Самая интересная часть этого музея — это, Моника. конечно, я самый главный экспонат на лабутенах, охуительных. Давай, проходочку. Ну-ка, Вот так. оцениваем лук. Занимаем бриллианты. Бриллианты. Какая цацика? Сумку мне муж купил. Ого! Что за концерт? Снимаем Екатерину. Ап. Спускаемся. Там только что было какое-то представление. Я так понимаю, мы его пропустили. Я вижу какие-то карандашики. Мы что, можем рисовать? Тоже какое-то телевидение. Смотри, это мой братан. Да. Зум нельзя делать? Можно. Так. Мадам, вот мои брательники. Где он ушел? Оператор. Он ушел туда. Пошли за ним. Следим за оператором. Быстро. Итак, у нас слежка. Мы Мы ищем наших собратьев. Наши искусства, любовники искусства. Да. Называем. А я вижу одного, а он очень симпатичный. Вот там вот стоит. Где он? Камера. Мальчик ёбаный, два. Что происходит? Шоколадный экспонат. А нас никто не слышит. Bonjour, excusez-moi. On peut savoir un peu par rapport ouais, ce que c'est En fait, pendant 3 jours, on a demandé à des copistes de venir recopier toutes les œuvres du musée. Et du coup, aujourd'hui, c'est le dernier soir et on a réussi à recopier toutes les œuvres. Voilà. Le niveau 5 et le niveau 4 ont été entièrement recopiés. Si on ferme le 10 mars, c'était avant que ça ferme, on voulait immortaliser toutes les œuvres. Давай теперь на русском объяснить нашим. В общем-то, все эти 3 дня были приглашены художники, чтобы скопировать картины в данном музее. По той причине, что многие из картин с завтрашнего дня уже не будут в музее. То есть их продают или отдают кому-то? Они Может, уходят. куда-то уходят из Помпиду. Да, и с ними, чтобы попрощаться, они как раз делают вот эти копии. Все прекрасно. И это художники какие-то приходят, да? Это не все желающие. У нас еще и образовательный блок. Да. Но это, кстати, было уже давно. Это уже 3 года. Это... Здесь вроде бы есть еще кино. Да. Оно, по-моему, либо дальше, либо оно было до.
cinéma du musée. Let's go. Здесь не хватает синих рядов. АСМР. Всем добрый вечер, ребята. Смотрим порнушку. Мы с Екатериной находимся в кинотеатре музея Помпиду. Смотрим порнографические художественные фильмы. Почти что убийственные. Что? Продолжите наш просмотр. Мы с Екатериной займемся практикой. Практикантки. Немножко практиканточки. Блажь. Что какой там хуйнёй с тобой занимаешься? Да. Ну его нахуй. Пойдем. Даже если какие-то выставки происходят в Помпиду, они все равно как бы не убирают Да. постоянные выставки, и все равно можно наблюдать. То есть их не убирают Да. даже время. К примеру, вот это, ну, стоит уже тоже около 3 лет, я думаю. Аккуратно, аккуратно. Хотите ли вы разъебать экспонат? Мы не варвары. Мы не варвары. И даже если мы его разъебем, будет хуже же нам. Вот. Да. Да. Руанда и Россия. Пройдемте дальше. Cheer. Если хотите присесть, здесь вот такое вот искусство модерна. Да. Много видео мне попадались в рекомендациях про то, как молодой человек гуляет в музее, экспериментальном музее, таком же, как, к примеру, Помпиду, и ложит просто на пол, нет, не на пол, на какую-то поверхность пачку жвачек открытую. И люди думают, что это одна из форм какого-то искусства, и начинают ее фотографировать. Это забавно. Но на самом деле, кстати, Демна, который, собственно, дизайнер Balenciaga, он часто создает вот эти, к примеру, сумки в виде пакетов каких-то, еще что-то, то есть каких-то вещей таких, которые, по сути, являются мета-иронией. Это какие-то одуванчики. Этого не было. Это, я так понимаю, куча салфеток, куча людей, детей. Это, как по мне, какие-то птицы и салфеток. Вы даже сможете потрогать эту салфетку, если нас не выгонят раньше, чем мы ее потрогаем. Смотрите. Я трогаю сейчас Албрадара. Оп. Теперь это парфюмированная салфетка. Нам пизда. Это парфюмированная салфетка. Пахнет. Понюхайте. Пахнет говном. Нет, вкусно пахнет. Пахнет Понюхай. туалетным мылом. Не надо. Да, ты дитя природы, да? Ты просто хочешь познать этот мир через касание. Да. Да, это во-первых. Во-вторых, я просто люблю все, что запрещено. Немножко это хорни вайбс, да? Да, сейчас буду общаться шепотом. Во-первых, потому что у меня сел голос, и мне уже сложно говорить. А во-вторых, хочу вам создать качественный СМР-контент на ночь. Мяу. Истории парижские. Парижские истории. Парижские истории. Мигранты. Иммигранты. Россиянки и украинки. Вот такой вот. Такая вот обложка у нас. Россиянка и украинка находятся в одном музее. Да. Что же будет дальше? Хейтеры, мы вас ждем в комментариях. Вау. Такое experimental cinema. И вот я становлюсь частью experimental cinema. Видно ли нас? Нас видно. Прекрасно. Видно и слышно. Теперь мы звезды. Ой, Екатерина, а вы будете на ними проебать?
вечеринку парижскую, джазовую, где будет очень много разных художников, которые делают искусство, связанное с эротикой, с темой наготы, не обязательно эротического характера, просто нудистского содержания. Вот, это очень открытое место с традицией сохранения вот этой вот как раз-таки традиции Монмартра, вот культуры Монмартра, которая была в 40-х, 50-х годах. Эротика зависит. Она просто, да, оправдывает свой фетиш, но, скажем так, контент будет, ребят. Представьте себе извращенца, который наблюдает за жизнью несколькими людьми с помощью камер и этих телевизоров. У него есть своя комната, чтобы следить за передвижением человека. Мне кажется, что за нами тоже следят, потому что люди постоянно оборачиваются, в итоге потом следуют за нами, потому что им интересно, что это за съемка такая, почему мы снимаем, почему у нас такая красивая интервьюерша. Блин, я забыла, как будет «Œuvre d'art» на русском. Произведение искусства. Произведение искусства. Произведение искусства. Сегодня мы с вами посмотрели, сделали краткий экскурс по 2-му этажу и по 5-му этажу музея Помпиду. Помпиду музей был основан президентом Помпиду. Собственно, в честь него и названо это место потрясающее. Что удивительно насчет этого музея, что когда невозможно предсказать, где что находится. То есть легко здесь потеряться, легко запутаться. Все как будто намешано в одном пространстве, но в то же время, если так разобрать, на самом деле все логично. И ты как будто путешествуешь из сна в сон разных художников и видеографов. И создается как будто такой stream of consciousness. Вот, и этот stream of consciousness очень сильно ощущается вот здесь, в этом месте. Вуаля-вуаля. Я просто пиздела, ты понимаешь, да? А вот сейчас вы можете наблюдать красивую Ля Тур Эйфель, которая уже светится в ночном Париже. Как же быстро летит время. Мы зашли буквально на часик, а уже потемнело. Вот мы уже спускаемся с музея. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилась экскурсия. Не забывайте подписываться на социальные сети Екатерины. Такое освещение. Мы будто бы спускаемся в ад. Метро в ад. Екатерина Falling. Поботрачили на искусство и хватит, да? Теперь время возвращаться в капитализм. Курского вокзала стою я молодой. Все работает. Девочки, маркетинг. Мы шарим. Жизнь в Париже, где выгодно закупаться. Добрый вечер еще раз. И сейчас я вам покажу секретное место, которое насколько оно секретно, я не уверена, потому что находится в самом центре Парижа. Но есть магазин, написано 2 евро. В этом магазине любой товар стоит 2 евро. Время стать жертвой капитализма. Время потратить все свои бабки с мыслью о том, что это же всего лишь 2 евро. Так, что мы будем с вами покупать? Мне нужно вот это. Для съемок очень хорошо действует как гаффер-тейп. Они обычно очень дорогие в Cinema Stores, но здесь это стоит всего лишь 2 евро, поэтому мы берем. Женщина-вдохновительница, да? Да. Купили вот такой вот плакатик с идеями. 25 идей, можно так сказать, для свиданий. Так что я даю идеи мужчине, а мужчина реализовывает. Да, он хочет быть реализатором, пускай тогда реализует идеи для свиданий. C'est ça. Все. Je veux lui dire, est-ce que tu veux être un réalisateur? Si tu veux bien être un réalisateur, bah d'abord réalise mes rêves, quoi.